Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября. К этому празднику мы собрали 10 трогательных историй о животных, которых тюменцы спасли от гибели. Большинство из них – взрослые. На улице они оказались после того, как их бросил человек. Некоторых выкидывали на помойку и в подъезд после рождения. Одних пристраивали волонтеры фонда «Потеряшки», других подобрали на улице или купили в зоомагазине за 100 рублей. К счастью, у всех этих историй добрый конец. Эти счастливчики обрели настоящую семью, за что отвечают преданностью и нежностью. О том, что пережили все они и как сильно поменялись благодаря любви и заботе, ниже. Алисия найдена в 2011 году. Вся кожа была поражена клещом. Трогательную историю рассказала любящая хозяйка Анжелика Макарова. Алисия сразу мне запала в душу, как только появилась в фонде. На тот момент не было возможности ее взять на передержку, поэтому помогала ей лекарствами. В конце января появился очередной пост о поиске передержки для нее. Посовещавшись с семьей, решили ее взять на передержку. К нам приехала очень скромная, боявшаяся всего собака. Первые дни она даже не вставала со своей лежанки. Гулять категорически отказывалась, приходилось ее выносить на руках. Очень хотелось ей помочь, вылечить и социализировать. Поэтому решили, что оставим ее на передержке до полного выздоровления. Лечение было несложное, нужно было давать лекарства, ежедневно мыть и обрабатывать кожу. Очень сильно чесалась, приходилось ей надевать носки на лапы. Прошел месяц лечения у нас, и собака на глазах начала меняться. И внешне, и внутренне. Она стала обрастать шерстью, начала к нам тянуться, наконец-то начала с удовольствием гулять. Ее маленькие победы очень радовали нас. И вот спустя 2 месяца на очередном приеме у врача у Алиси при соскобе не обнаружили клещей. Мы победили демодикоз. Куратор нам организовал фотосессию, были готовы красивые фотографии. И тут я начала задумываться о том, что, возможно, скоро рыжую лисичку заберут от нас, мы уже не представляли жизни без нее. Я позвонила куратору Оксане и сказала, что мы подписываем договор. Так в нашей семье навсегда осталась Алисия Леуилис, кличка по договору. Умная, благородная, понимающая, благодарная и любящая девочка. Мы ее очень любим, холим и бережем. Шан, найден в 2013 году, был истощен, просвечивали ребра. Наталья Могильникова, волонтер, у нее дома живут 2 собаки из потеряшек и найденный в подъезде кот. Кабель добермана Шакин появился у меня в ноябре 2013 года. На стене сообщества появилась экстренная просьба о поиске передержки для замерзающего истощенного пса. А так как я очень люблю эту породу и в тот момент у меня на передержке никого не было, я отозвалась. Мне привезли обезвоженное и измотанное, замерзшее животное. Он был очень грязный и вонял тухлой рыбой. Я его сразу помыла и укутала в одеяло. Он, абсолютно без всякого интереса к новой обстановке и новым людям, уснул, выпив при этом очень много воды. На утро мы обнаружили огромную лужу и пошли гулять. Шел он очень тяжело, сил не было, весь в ссадинах и загноившихся покусах. Не мог даже стоять на 3 лапах, чтобы пописать. Приходилось держать его за комбинезон, который нам поспешно привезла утром волонтер. Потом мы поехали в клинику. Сдали необходимый минимум анализов и прошли УЗИ. Помимо воспаления, анализы показали проблемы с печенью и поджелудочной железой. Было назначено лечение и лечебное кормление. Шакин, ныне Шан, оказался очень адекватным, спокойным и благодарным псом. Он давал спокойно обрабатывать свои раны, ставить уколы и засовывать таблетки. Начался длительный период восстановления, набор веса и процесс воспитания. Потому что ему не хотелось оставаться дома одному, он за мной, как за нянькой, ходил по пятам и вытаскивал мои вещи из шкафа, когда меня нет, чтобы поспать на них. Слава богу, не рвал. Из-за длительного голодания пару раз стаскивал с кухонных шкафов то хлеб, то печенье. Пришлось все тщательно убирать за собой. После того, как Шан выздоровел, его кастрировали и стали подбирать ему семью. Но, хорошо подумав и обсудив все с мужем, приняли решение, что такая корова нужна самому. И мы оставили его. Он нам поверил, он к нам привык, мы прошли трудности вместе и не смогли его отдать. К тому же он идеально вписался в нашу семью и очень хорошо поладил с детьми. Шан – не единственное животное, которое обрело дом благодаря Наталье и ее семье. Весной 2014 года у нас в доме поселилась таксопинчер Мотя. И это такая лиса оказалась, ну девка, есть девка. Влюбила в себя моих детей. Так она осталась жить у нас.
Есть еще у нас кошка, но мы ее подобрали в подъезде, она не числилась в фонде. В итоге у нас в семье у каждого теперь есть свое животное, за которым закреплен ответственный. Шан– это моя собака. Мотя– это собака старшей дочери. Кошка Маруся– младшей дочери. А у папы мы все. Больше я, конечно, не беру никого на передержку. Либо очень редко, перехватить на пару дней. Мотя не терпит других собак, ревнует и гадит. Шан более лоялен, а кошка защищает нас от нового животного, нападая на него. Руна, найдена в 2014 году исхудавшей, с гниющей ранной на лапе. Семью не выбирают, подумала Руна, попав в нашу семью 4,5 года назад. Но ничего, как-то со временем втянулась. Поняла и полюбила наши постоянные переезды и путешествия. Начинает свой рассказ Мария Якутенко. За это время Руна съездила с нами в Киров, Москву, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Пермь, Курган, Ирбит, на Тургаяк и так далее и не по разу. Побывала на стольких байк и рок-фестивалях, сколько не каждый байкер посетил. Ее уже узнают и здороваются люди со всех уголков нашей страны. Научилась распознавать хозяйский мотоцикл даже по звуку, а вид открытой машины и приглашающий жест извлекает из руны протяжные ликующие звуки. Вторая ее страсть– это плавание. Неважно, река это, озеро или просто большая лужа с грязью, Руна ныряет, не думая. Благодаря этому мы каждое лето лечим ее больные лапы, привет из ее ужасного прошлого. Плавание и витамины помогают. Причем, плавая, она собирает весь мусор из воды, вытаскивает на берег и плывет за новой партией. В общем, мы ее очень любим и ценим. Спасибо потеряшкам за нее. Как там обычно говорят, полноправный член семьи. Так вот, она настолько полноправный, что мы завели ей собаку, рассказывает Тюменко. Зигмунд, друг Руны, найден на улице. Зигмунд появился в семье Марии неожиданно и незапланированно. Но так ему тут понравилось, что жить без нее он теперь не может. Особенно без своей любимой Руны. После передержки его забирали в очень хорошую семью, где живет еще один лысый кобелек. Но за 3 недели он перепробовал все, чтобы вернуться обратно. Сначала начал метить все ковры в квартире. Затем делал лужи прямо на кроватях. После пришло время тяжелой артиллерии, Зигмунд начал оставлять кучки прямо на подушках. И тут все сдались. Я очень боялась приносить домой это лысое нечто, извини, Зигмунд. Во-первых, опасалась, что это заразно. Врачи сказали, что зверь здоров. Но и надежды, что он обрастет полноценно шерстью, не осталось, результат глупого разведения. Видимо, свели таксу или пинчера с китайской хохлатой или явно кем-то лысым. Во-вторых, я думала, что Руна попытается его съесть, как и всех других собак. Но, к нашему и его счастью, она не поняла, что это собака. И, судя по всему, до сих пор об этом не подозревает, потому что живут они и сейчас душа в душу. Совсем не сразу он стал нашим. Я не представляла, как этот чудик с нами будет путешествовать, в машине его укачивало, а от громких звуков и пары капель дождя он почти падал в обморок. Однажды его даже отдали на ПМЖ. Но он посчитал, что мы не вправе решать за них с Рунной, и он будет жить с ней, а мы, как хотим. Любовь, причем взаимная, это не шутки. Ведь он ради нее и в воду, и в машину. На улице его, кстати, тоже редко за собаку принимают. То зайцем назовут, то еще кем. Ничего не знаю, он у нас дракон. Просто еще маленький. Черныш, найден с чесоткой в частном секторе. У нас из потеряшек 2 кота. Оба найдены с чесоткой. Первого, черныша, нашла девушка на улице в частном секторе. Он сидел посреди люка, худой, замерзший. От голода он опух. Сначала девушка даже решила, что это беременная кошка, вспоминает Майя Нурова. Мне привезли его после лечения. Он оставался худым, был весь в коростах, ему нужно было приходить в себя после лечения и антибиотиков. Я мечтала, чтобы он быстрее оброс и быстрее можно было отдать его. Но когда он оброс, поняла, что с ним не расстанусь. Когда мне его привезли, он был очень зашуганный, прятался. Но потом расцвел, сейчас ведет себя как хозяин квартиры. На моих глазах из-за мухрышки превратился в красивого кота, вырос. Стал таким толстеньким красавцем, шерстка у него замечательная. Все друзья, когда его видят, говорят, какая у него шикарная шерсть. Сначала кот прятался, первую неделю был пугливый. Я даже думала, что он не адаптируется. Но потихоньку он стал домашним котом. Кот Сеня попал на улицу после смерти хозяев. Найден с чесоткой. Наш второй питомец, Сеня, попал на улицу после смерти пожилых хозяев.
1,5 года он был бездомным. Местные его подкармливали, а потом обратились в фонд. К тому времени у него тоже была чесотка. Он поменял очень много передержек. Его забирали и по непонятным причинам возвращали. Когда снова понадобилась передержка, мы поговорили с мужем и взяли его. Затем его забрали люди, но спустя время снова нужна была передержка. В этот раз мы решили, что заберем его себе. Муж даже сказал, что это его кот. До этого Сеню описывали как очень пугливого кота, что его все обижают, даже котята. У нас он расцвел. Он теперь статный взрослый кот, не пугливый. Сейчас ему порядка 12 лет. Со здоровьем все хорошо, несмотря на взрослый возраст. Я считаю, что многое зависит от передержки. Нужно искренне полюбить животное и захотеть ему помочь. Тогда животное начнет тянуться к тебе в ответ. Пес Кадис найден с 3 сломанными лапами и тазом. Кадис – это первое травмирование животное, которое я решилась взять. У него было много передержек, и каждая из них внесла свой большой вклад в его жизнь и судьбу. Я нашла Кадиса сбитым возле своей работы, куратор потеряшек быстро ответила на мою просьбу о помощи, разместила пост, и мы поехали в клинику, где было диагностировано сломан таз и 3 лапы. Оперировать сразу нельзя, нужно было понаблюдать за состоянием малыша, да и собрать средства на операцию. Время ожидания показало, что малыш болен парвовирусным энтеритом, сопровождается изнуряющей рвотой, поносом и тяжелым обезвоживанием организма. Интенсивное размножение бактерий ведет к интоксикации организма, вдобавок, глистной инвазии. При такой симптоматике животное оперировать нельзя, пришлось сначала все вылечить. Малыша даже предлагали усыпить, так как лечение намечалось дорогостоящее, длительные шансы были 50-50. Но благодаря совместным усилиям и стремлению к жизни самого щенка нам удалось поставить Кадиса на лапы. Спустя время наша семья поняла, что не представляет дальнейшей жизни без Кадюшки, мы подписали договор. Милее, добрее, умнее, предания собаки не встречала. Мы его очень любим. В нашей семье живут еще несколько кошек и собак. Сначала мы их брали на передержку из фонда, а в последующем решили оставить себе. Это Августа, Репа, Лендроя, Керестраза, Макс, Багдад, Варли, Джеки, Чарли, Фима, Тита, Люси и собака Чип. Она на передержке. Репа найдена замерзающей в тундре. Интересная история спасения жизни у кошки Репы, дома, рыся. В 2015 мы с мужем поехали на новую площадку строительства в Заполярный круг. Мы работали в тундре, и, как в любом жилом городке вахтовиков, у нас был магазин. По дороге в магазин я встретила кошку с обмороженными ушами, это неудивительно. Ведь в марте температура воздуха доходила до -40. Конечно, пройти мимо я не смогла, пришлось взять рыську к нам в комнату, держать животных запрещено ввиду бешенства в тех районах, остается только догадываться, как кошка попала в столь закрытую местность. В мае я перевезла рысю в Тюмень, она летела 1,5 часа на вертолете, ехала на вахтовке до Нового Уренгоя 2 часа и летела 1 час и 40 минут до Тюмени. Сразу мы не думали оставлять животное себе и обратились в фонд за помощью, но мы были готовы держать кошку до ПМЖ. Когда нашлись потенциальные хозяева, мы поняли, что не сможем расстаться с рысей. Тем более это кошка с идеальным характером. Мы снова подписали договор на очередное животное. Не все животные в нашей семье из фонда потеряшки, часть были подобраны самостоятельно, кто-то в мусорном баке, кто-то в магазине Айболит, купленный за 100 рублей. Но все животные любимы нами, за всеми мы ухаживаем должным образом, ставим прививки, глистогоним, кормим хорошими кормами. Малыш Поплин найден с черепно-мозговой травмой. Его скулёж услышали девушки, проходившие мимо. Он лежал в воде, в коматозном состоянии, издавая звуки и не реагируя ни на что. Ветеринары диагностировали ЧМТ, черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника, рассказывает историю своего питомца Марина Кравцова. Правильное лечение помогло быстро встать на лапы, через неделю уже гулял на улице. Воспитательный процесс занял почти год. И с воспитанным псом расстаться было уже невозможно. Очень активный, веселый пес-компаньон получился. Так и живем вместе, помогаем другим кошкам и собакам вылечиться, социализироваться и найти свой дом. А еще на машине путешествуем вместе. Кот Пепси Тимошка найден мокрым котенком на помойке. Пепси Тимошка тоже был найден мокрым 3-месячным котенком на помойке с ЧМТ. Котенок восстанавливался почти 3 месяца, воспитательный процесс шел параллельно. Так и вырос ласковый, активный красавец-кот. Осталась только легкая хромота на память о невзгодах в начале жизни.
Активно помогает социализировать котов и кошек. Любит Поплина– это единственный пес, которому он позволяет приблизиться. А у вас есть животные? Как они появились в вашем доме? Возможно, вы также спасли кого-то от гибели? Расскажите обо всем этом в комментариях.